Доброго всем! Совсем недавно, с разрывом буквально в несколько дней, к нам в работу в цех поступили 4 однотипные головки. Две привезли ребята из Ростовской области, это Volkswagen 2.0 Passat B6 из города Белая Калитва, и две прибыли по почте. Одна из Краснодара, также от Volkswagen 2.0, только крафтер, и другая такая же из Курской области. Ремонт покажем на головке из Краснодара. Зовут владельца Андрей, и он специально для нас снял видео первого запуска двигателя с отремонтированной головкой. А кому интересно, он показал и как накинуть ремни по меткам ГРМ. Смотрите, это все в конце нашего видео. А теперь даю слово тому самому хозяину крафтера из Краснодара Андрею. Добрый день. Вот головка от двухлитрового Volkswagen. По истории автомобиля ситуация такая. Она у нас была в организации, можно сказать, в одних руках, под моим наблюдением полностью. На пробеге где-то 170 тысяч. Двигатель мы благополучно перегрели, так как в шлангах циркуляции, в тонких шлангах на 8 стояли обратные клапана. Эти клапана благополучно забились там каким-то старым антифризом, налетом, и не было толком циркуляции. В общем, пока мы все это дело разбирались, из-за чего у нас машина греется, мы ее несколько раз перегрели. После этого нашли причину, сделали и проехали примерно еще 1005 километров. После этого начал уходить постепенно антифриз. Печка воздушится, дует холодным. И было решено снять головку, повезти на опрессовку. Ее отпрессовали, сказали, что у нас 2 трещины, ремонтировать ее смысла нет. И вот она у нас пролежала 2 года. Все как-то рука не поднималась ее выбросить. И в очередной раз у нас другая уже головка навернулась, и было принято решение отправить все-таки к вам. Смотря ваши видео, есть смысл их отремонтировать. Я думаю, что она еще будет работать не 1000 километров. Как вы поняли, беда у этой головки, да и у всех остальных, одинакова. Это трещины между седлами. Заряжаем головку в опрессовочный стенд и смотрим. Видим 2 проблемных места, с которыми нам и предстоит бороться. Это опрессовка 2 ростовских головок. Все то же самое, только в иных местах и больше 3 пары, а у краснодарской головки 2. Перед началом всех работ драю головку механическим путем при помощи подобных щеток. Затем кисточками и щетками с применением химии натираю головку во всех доступных местах. Теперь моечной машине будет легче справляться с загрязненными местами. После мойки окачу головку чистой водой, воздухом обдую, просушу. Перед сваркой желательно удалить направляющие клапанов, если их требуется менять. Проверю состояние втулок на износ. Для этого возьму клапан, посмотрю на степень его износа. Степень износа 1/100, а под верхом около 2, и то не на всех, это нормально. В данном случае мне и нутромер не понадобится. Износ солидный и на впуске, и на выпуске. Поэтому удаляю втулки из головки. Беру выколотку нужного размера и приступаю к работе. Далее мне требуется выдернуть седла в проблемных местах. Делаю я это стандартным способом при помощи старых обточенных клапанов. Сварщик Андрей приваривает их к седлу, и, перевернув головку, я удаляю седла из посадочных мест.
А обычно шпильки я не извлекаю, но в данном случае ее нужно отправлять посылкой в обратный путь. И, как правило, я прошу клиентов выкручивать шпильки, иначе по почте, в посылке они часто портят упаковку. Но это малая беда, которая может случиться. А вот когда посылку кидают на почте, такая шпилька может сломаться и вырвать кусок алюминия из головы. И это такое пару раз было. Поэтому я сейчас удалю шпильки, и мне будет удобнее, и назад головка поедет безопасно. Теперь головка отправляется на предварительную разрезку. Фрезеровщик Сергей ставит, крепит головку и приступает к вскрытию трещин. Далее головка попадает в руки сварщика Андрея. Привет, дорогие друзья! Вот к нам в работу пошла голова Volkswagen B6 двухлитровый. Значит, эта головка стоит на бусе, на крафтере. Но пришла эта головка издалека, но пришла она с характерной болячкой. Дело в том, что на этой неделе это уже 4-я головка именно с такими больными местами. Значит, болячка очень банальна, как всегда трещина под седлом. Ну, просто-напросто сейчас все это дело вырезали на станке. Трещинка вот в этих вот местах была. Вот тут даже еще от трещины остался корешочек. Вот он, вот он. Вот он, корешочек. Рыженький. Вот видите, еще трещинка есть. Это где-то. И такая точно трещина была здесь. Вот сейчас это сделали предварительную разделку на станке, на фрезерном. А сейчас уже непосредственно под сварку мы будем его разделывать. Пыхнем по той дудке. Так, голова готова к сварке. Сейчас мы ложим ее в печечку, она греется. Как только подогреется, будем варить. Все покажем дальше. Головочка наша нагрелась. Сейчас мы ее достаем и варим.
Сейчас будем второй цилиндр варить. Ну все, друзья, сварку мы закончили, клеймо поставили. Значит, сейчас головка остывает в печи до завтрашнего утра, а завтра мы ее прессуем, даст Бог, она будет живая. Как будет живая, идет дальше в работу. А это заваренные головки из белой калитвы. Пока головка была на сварке и остывала в печи, я почистил от нагара все клапаны и, конечно же, прошлифовал фаску тарелки клапан. Дальнейшая работа традиционно была продолжена расточником координатно-расточного станка. Виталий расточил нам посадочные места под седла клапанов. Также расточник расточил и две головки из белой калитвы, и головку из Курской области. Ведь под одну гребенку настроен станок, и сделать это всегда проще. То есть он сразу расточил посадочные места под седла клапанов во всех 4 головках. Токарь и также Виталий выточил мне новые седла. Остается только поставить их на место. Однако сперва запрессую направляющие втулки клапанов. Стандартно подбираю оправки для монтажа седел, нагреваю в печи головку и ставлю седла по своим местам. Обязательно посмотрю на выполненную работу, чтобы седла сидели четко в своих местах, чтобы не было никаких щелей, зазоров. Теперь мне нужно удалить лишнюю сварку, которая осталась после заварки и не была срезана при станочной обработке. Стандартно использую для этого шарошки. После того, как удалил и загладил места заварки, мне требуется поправить каналы свечи и форсунки. Вновь беру необходимые оправки и сверла.
Брызну РВшки и начинаю сверлить. Делаю все то же самое и для клиента из Белой Калитвы Ростовской области. Это вот его головка. После всех произведенных операций нужно обязательно опрессовать головку. Зафиксировать на видео это не удалось, но поверьте на слово, опрессовка прошла успешно и герметичность нарушена не была. Далее калибрую втулки клапанов до нужного размера и режу седла на станке. Проверю свою работу притиркой. Пробую разряжение вакуум-тестером. Все отлично. Обязательно проведу процесс вывода клапана в зону срабатывания компенсатора. На этом моменте я не буду останавливаться, я уже не раз его показывал. Работа практически окончена. Фрезерую поверхность, обмываю в мойке головку и все остальные запчасти. Готовлюсь к сборке. Надеваю на втулки сальники клапанов. Смазываю маслом фаску тарелки клапанов и их ножку. Расставляю клапаны по своим местам. Далее следуют пружины и верхние тарелки клапанов с сухарями. Засухариваю головку. Обязательно обстучу торцы ножек клапанов. Смажу маслом поверхность, упакую головку и отправляю ее в Краснодар Андрею. А вот теперь обещанное видео из Краснодара. Вот получается наш аппарат. На него будем ставить головочку. Сегодня начинаем сборку мотора. Вот тут немножко облагородили, чуть почистили. Головочка. Сейчас надо будет головку собрать сюда кучи, распредвалы, вакуумный насос поставить, установить. Ну, короче, в процессе.
Еще разок. Вот сегодня подсобрали, залили антифриз. Заводится вообще идеально. Моторчик работает отлично. Еще облицовочку накинуть. Дымело по-страшному с выхлопной трубы до ремонта головки. Сейчас вообще ничего. Такой вот Volkswagen. Если кому интересно по поводу меток ГРМ, вот клапана, диаметр на 6 вставляешь в отверстие, там в головочке есть отверстие. Здесь то же самое, в насосе вставляешь в отверстие, и на шестерне есть паз. На коленвал совмещаешь метки. Натяжка на ролике вот так, по стрелочке, стрелочка посередине. А на этом у меня для вас все. Оставляйте комментарии, помогите каналу донатом и без аварийных вам поездок.